Победа монстров Шрека на турнире была немыслимой. Из основной команды было только 3 человека – Мася, Тао, Лин Лучень и Дай Юэхэн, остальные же ученики резервной группы. Эта победа была практически чудом. Какие награды получили монстры Шрека? И как вернувшихся победителей встретили в Академии? Все это мы рассмотрим. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Старейшина Сюань, Яньша Дже и глава Муэн уже ожидали победителей в Академии. Поначалу они были заняты проблемой с Мася Тао и ее темным огнем после турнира, но глава Му, кажется, придумал, как помочь в ее ситуации. Учителя и остальные не могли поверить, что монстры Шрека таким составом смогли защитить славу Академии, хотя были намного слабее. После этого опыта им будет куда расти. А самое интересное, Академия также не будет скупиться за их вклад. Во-первых, этот турнир и победа команды войдет в учебники истории, и им будут предоставлены беспрецедентные награды. Что касается церемонии награждения в столице Звездной Империи, она не была публичной, да и торжественной тоже, но призы были высшего качества. Помимо получения щедрого количества золотых монет победителям, то есть Академии Шрека, также были вручены 4 духовные кости в качестве приза. Среди них была кость левой руки ледяного нефритового скорпиона возрастом 70 тысяч лет, которую Хуэйхао так и не выкупил на аукционе. И это помимо 3 других костей, которые обычно дают чемпионам. Император Звездной Империи пригласил старейшину Сюаня выбрать награду из императорской сокровищницы, но тот отказался. Вместо этого учитель Джоуи сделала выбор. Она достаточно хорошо понимала своих учеников, и ее проницательность в духовных костях не уступала старейшине Сюаню, а выбрала она невероятно классные кости. Ценность 3 других костей, помимо ледяной кости Скорпиона, больше нельзя было измерить просто деньгами. Все полуфиналисты турнира были награждены призами, но только победитель получал 3 кости, а занявший 2-е место – 1 кость. Когда же ученики вернулись домой, тревога, которую они чувствовали, когда впервые пришли, превратилась в гордость и славу. Перед огромными воротами стояли практически все учителя, деканы и заместители. Они собрались поприветствовать возвратившихся героев в Академии Шрека. Они наконец-то вернулись. Было решено, что каждый будет вознагражден на острове Морского Бога, в павильоне. Ни Хуэйхао, ни Ван Дун не знали, что собой представляет павильон Морского Бога, но Дай Юэхэн и Лин Лучень знали побольше, так как они из внутреннего двора Академии Шрека. Павильон Морского Бога был основным местом Академии Шрека для официальных деловых встреч и собраний, а также являлся настоящей сокровищницей. Все важнейшие секреты хранились там, и обычно никому не позволялось входить, кроме старейшин павильона и 4 деканов. Возможность присутствовать в этом месте была невероятной честью. Директор Академии похвалил всех учеников за их труд и упорство. Все вы взвалили на себя сияющую славу Шрека. В турнире, который должен был стать для вас просто тренировкой, вы непоколебимо боролись и достигли чемпионства своими усилиями. Ваше сияние поразило всех нас. Мы решили наградить вас 2 разными наградами. За победу в турнире дали 3 духовные кости и 1 дополнительную, которая подходит только для Хуэйхао. Академия также решила предложить еще 3 духовные кости, чтобы каждый из вас мог получить по 1 духовной кости. Еще 3 духовные кости? Все были в восторге. Раз каждому из них будет дана духовная кость, то им не придется выбирать тех, кто их получит. Только представьте, всего 7 духовных костей, каждый получит по 1. Даже в первой части за победу в турнире награды были немного скромнее. Духовные кости — это, конечно, очень хорошо, и это отличное поощрение за усилия в турнире, но 2-я награда стала просто беспрецедентной. Академия Шрека, начиная с этого момента, наградила всех 7 младших учеников титулом 7 монстров Шрека на всю жизнь. Хуэйхао и другие не могли не воскликнуть в шоке после того, как услышали эти слова. Обычно команды монстров Шрека получали такой титул на несколько лет, представляя Академию на турнире, а после выпуска они уже не являлись таковыми. Однако это поколение монстров особенное, поскольку они получили пожизненный титул 7 монстров Шрека. Со времен славы первого поколения 7 монстров Шрека, Тансана и его товарищей, это имя продолжало представлять величие. Команда Хуэйхао и Ван Дуна войдет в историю. Слава, которая принадлежала Шреку, будет выгравирована на их телах и душах с этого момента. Она будет сиять всю жизнь. Эта награда вызвала у всех такой шок, что его невозможно было описать словами. Хуэйхао и все остальные потеряли дар речи. В конце концов они поняли, почему их позвали в павильон Морского Бога. Но это также большая ответственность. Все 7 должны соответствовать званию монстров Шрека, а для этого усердно работать, чтобы сохранить славу.
как они это сделали на турнире. Награды просто великолепные, и это самое лучшее окончание главы турнира. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такие великолепные награды. Подписывайтесь на канал и всем пока.